«Дьявол в деталях» – это традиционная история о двух копах, идущих по следу маньяка. Да, таких фильмов превеликое множество. Неуловимый психопат многократно всплывал в самых различных кинокартинах. И сейчас я вам о них расскажу. А пока поставьте ролик на паузу и напишите в комментариях, кто по-вашему в действительности был маньяком в фильме. Дик, Спарма или же кто-то еще. Жду ваше мнение. Здорово, бандиты! Я Иван Котовский, и вы на канале «Последний киногерой». И это топ-11 фильмов, похожих на «Дьявол в деталях». А в финале выпуска я расскажу, почему мне понравилось кино, и почему я не согласен с оценкой на Кинопоиске. Поэтому смотри видео до конца. Погнали! 11 место – «Поля». В основу сценария были взяты рукописи Дона Феррерона, в которых сюжет развивается в обширных прериях Техаса. Создатели серьезно отнеслись к съемкам, и в итоге у них получилось довольно качественное, интересное и оригинальное кино. Сюжетная линия фильма «Поля» повествует о происшествиях, которые происходят в Техасе на протяжении 40 лет. Все это время весь Техас держит в страхе загадочный убийца. Убийца оставляет тела своих жертв на полях смерти. Теперь так называют местные жители те места, где находят трупы. Местный детектив Майк для расследования данного дела получает в напарники нью-йоркского полицейского Брайана Хая. Чтобы прекратить убийство и остановить психопата, полицейские принимаются за работу. Во время расследования они понимают, что стали жертвами убийцы, который с ними играет далеко не в детскую игру кошки-мышки. Маньяк все время подсовывает улики, донимает телефонными звонками и всячески пытается свести с ума правосудие. В это время приходит сообщение о пропаже девочки. Теперь Хай и Майк предпринимают все меры, чтобы найти ребенка. 10 место – «Обещание». Джерри Блэк, детектив отдела по расследованию убийств, собирается уходить на пенсию. На прощальной вечеринке коллеги вручают ему подарок – билет в Мексику, так как Джерри давно мечтал там порыбачить. Но на этой же вечеринке Джерри узнает о деле о зверском изнасиловании и убийстве 8-летней девочки, которым занимается один из его коллег. Джерри решает отложить отдых и помочь в раскрытии этого преступления. Детектив выезжает к матери девочки и сообщает ей о смерти дочери, пообещав обязательно найти убийцу. Главным подозреваемым в деле становится умственно отсталый индеец, который во время следствия кончает жизнь самоубийством. Однако Джерри не верит в его причастность и продолжает расследование. 9 место – «Тишина». Действие фильма начинается в 1986 году. Летним днем полиция обнаружила в пшеничном поле тело 11-летней девочки. Поиски убийцы не дали никаких результатов, и об этом деле уже успели забыть. Однако спустя 23 года на этом же месте бесследно исчезла девочка-подросток. Полиции удалось найти только ее велосипед, сумку и окровавленный камень, который говорит о том, что ее, возможно, уже нет в живых. Приступив к расследованию, сотрудники правоохранительных органов вспоминают о давнем деле, которое очень похоже на произошедший случай. Смогут ли они разгадать тайну двух преступлений, безусловно связанных между собой? 8 место – «Бессонница». Два полицейских из солнечного Лос-Анджелеса прилетают на суровую Аляску, чтобы расследовать убийство молодой девушки, забитой до смерти. Почти все полицейское управление Аляски склоняется к тому, что ее убил отвергнутый одноклассник. Но опытный детектив Дормер понимает, что в этом деле не все так просто, как кажется на первый взгляд. Дормер устраивает для убийцы засаду, но в тумане по нелепой ошибке убивает своего напарника Экхарта. Дормер решает скрыть свою причастность к этому убийству, но убийца девушки видел все и знает о вине Дормера. Теперь неуловимый преступник звонит детективу и шантажирует его. Все это буквально сводит Дормера с ума, и он уже буквально на все готов, чтобы этот кошмар поскорее закончился. 7 место – «Зодиак». Он нагонял страх и ужас на весь Сан-Франциско на протяжении 25 лет. Он общался через репортеров с властями. В своих шифрах и письмах он жестоко упрекал и критиковал полицию в бездействии. Маньяк то пропадал на время, то появлялся снова. Иногда полиция даже начинала сомневаться, что совершил очередное убийство именно тот, за кем они так долго охотились. Но тем не менее, почерк убийств говорил о том, что Зодиак еще не отошел от дел. 6 место – «Преследователь». Чун Хо ранее служил в Сеуле в элитном спецподразделении. Теперь жизнь заставила его стать сутенером. Он вполне успешен в своем деле.
Но есть одно «но». Его подопечные уж очень часто сбегают. В последнее время у него все больше и больше падает прибыльность его предприятия. Вроде бы все он делает правильно и отшивает клиентов-извращенцев и условия для работы создает, а все не то. Спустя некоторое время Чун Хо понимает, что все исчезновения происходят после заказа девочек с одного и того же номера. И вот еще одна девушка, Ми Джин, уехала по странному заказу и не вернулась. Преступника сутенер вычисляет и находит. Но не просто нужно его найти, а нужно его поймать и остановить. Теперь все упирается в поиски последней жертвы. Кто первым ее найдет? Хо, полиция или же маньяк? 5 место. Воспоминания об убийстве. 1986 год. События происходят в корейской глубинке. Были найдены убитыми 2 местные женщины. Причем убийства были совершены одним и тем же извращенным зверским способом. Расследование дела было поручено детективу Ду Ман Паку и его помощнику Йен Гу Джу, настоящему добровольцу, который вызвался помогать в расследовании этого жуткого дела. Они взялись за раскрытие этого преступления с небывалым рвением и всеми способами пытаются распутать клубок таинственных обстоятельств произошедшего. Однако вскоре становится совершенно очевидно, что у них не хватает навыков и опыта для подобного рода дел. После того, как в серии убийств был обвинен невиновный человек, дело становится достоянием гласности, и к ним на помощь прибывает из Сеула полицейский Тхэ Йен Со. 4 место. Тайны в его глазах. Судебный служащий Бин Хамин решает написать книгу об очень давних событиях, которые потрясли его до глубины души. Это было дело по убийству молодой женщины, которую жестоко изнасиловали и убили в собственном доме. Бин Хамин пообещал вдовцу убитой найти преступника, несмотря ни на что. Собрав команду из судебного следователя и руководительница департамента приступает к расследованию. Напав на след, команда открывает занавесу многочисленных тайн. 3 место. Охотник за разумом. Сериал. Действие сериала происходит в 1979 году. 2 сотрудников ФБР поставили перед собой очень непростую цель. Они хотят изучить образ мышления опасных преступников и серийных маньяков. Агенты уверены, что понимание их психики позволит улучшить работу правоохранительных органов, которые с легкостью будут предотвращать подобные преступления в будущем. Для осуществления своего плана они общаются с опасными преступниками, маньяками и серийными убийцами, отбывающими наказания в специальных тюрьмах. Своими наблюдениями они делятся с полицией, поскольку эта информация поможет им в работе. Однако не все разделяют их старания. Многие считают, что с преступниками не стоит общаться и что новаторские решения 2 агентов всего лишь пустая трата времени. 2 место. 7. История нам представлена от лица ветерана американского сыска Уильяма Сомерсета. Всего неделя остается у прославленного сыщика до выхода на заслуженный отдых. Но, как всегда, когда человек особо ничего не ждет, на Сомерсета сваливаются неприятности. Происходит кошмарное убийство. И кому, как не самому опытному сыщику, заняться его раскрытием. Но не все так просто. В пару к сыскарю дают зеленого юнца, а внутреннее чутье подсказывает, что это убийство не последнее, а лишь начало цепочки. 1 место. Настоящий детектив. Сериал. 1 сезон. В Луизиане в 1995 году происходит странное убийство девушки. В 2012 году дело об убийстве 1995 года повторно открывают, так как произошло похожее убийство. Дабы лучше продвинуться в расследовании, полиция решает допросить бывших детективов, которые работали над делом в 1995 году. 2 сезон. В калифорнийском городе Винчи в преддверии презентации новой линии железной дороги, которая улучшит финансовое положение города, пропадает глава администрации города. Позже его труп находит на шоссе офицер дорожной полиции. К расследованию подключают детектива из полиции Винчи и детектива из департамента шерифа округа Вентура. То, что начиналось как убийство, превратилось в сеть заговоров и махинаций. 3 сезон. Действие разворачивается в районе известнякового плато Озарк, расположенного одновременно в нескольких штатах. Детектив Уэйн Хейс совместно со следователем из Арканзаса Роландом Уэстом пытаются разобраться в загадочном преступлении, растянувшемся на 3 десятилетия. Если перед просмотром «Дьявола в деталях» вы ожидаете получить классическое удовлетворение от развязки детективного триллера,
вы его не получите. В данном случае ваши ожидания могут просто не оправдаться. Добавлю только две вещи. Лично я не согласен с оценкой на Кинопоиске. Как по мне, фильм сделан на крепкую 7, которую заслужил хотя бы за нестандартную режиссуру и харизму главных героев, которая так и сочится на тебя сквозь экран. Отдельно добавлю, что Лето в который раз доказал, что он отличный актер, а не только музыкант, поющий ртом. И второе. Мне понравился финал ленты. Я нисколько не разочарован. Режиссер принял идеальное решение по поводу концовки, потому что клишированные развязки в стиле «добро кикает зло» или наоборот уже приелись. И я говорю режиссеру «браво». А тем, кто вышел с недовольной миной из кинотеатра, я скажу одно. Готовьтесь к просмотру, а не стойте в очереди за попкорном. А не то повторите горький опыт моих знакомых, которые пошли на премьеру «Однажды в Голливуде» Тарантино, полагая, что их ждет еще один шаг вперед, или любая другая девчачья херь про танцы. Детали и вправду многое решают. Я хотел бы сказать огромное спасибо всем вам за то, что смотрите это видео. Если ролик вам понравился, не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Ведь у нас только качественный контент и культовое кино. Это «Последний киногерой», меня зовут Иван Пятовский, не переключайтесь.